Всем привет! На днях было открыто движение по новой платной скоростной магистрали М11, получившей название Нева. Трасса соединяет Москву и Петербург и проходит от МКАД до примыкания к кольцевой автомобильной дороге вокруг северной столицы. В торжественном мероприятии завершения 9-летнего дорожного проекта принял участие президент России Владимир Путин. В 2006 году задумали и сделали сейчас. Общая протяженность М11 составила бы 669 километров, если бы к моменту ее открытия были достроены все участки трассы. Однако, поскольку этого не случилось, то преодолеть 60-километровый участок в районе Твери можно либо по старой трассе М10 Россия, либо через Тверь. С одной стороны, Тверь – это красивый город, в котором расположено множество достопримечательностей, вызывающих интерес у туристов. А с другой стороны, Нева в первую очередь является скоростной, а не туристической трассой. Почему же, несмотря на незавершенность работ, скоростное шоссе Москва-Санкт-Петербург все же открыли? Я бы попросил руководителей регионов, по которым трасса проходит, высказаться по поводу того, что вы, коллеги, про это думаете. Одной из возможных причин является чрезмерно высокая стоимость строительства объекта, на который уже потрачено более 500 миллиардов рублей. Возможно, Росавтодор попросил президента страны одобрить открытие М11 в незавершенном виде, чтобы сэкономить бюджетные средства. С одной стороны, предложение дорожной компании не строить дороги звучит абсурдно, но с другой стороны, Автодор все же внес в Минтранс предложение ограничить использование шипованной резины в зимнее время в целях экономии на ремонте дорог. Сегодня 669 километров трассы, которые стоили в целом более 500 миллиардов рублей. Кроме того, открытие магистрали Нева может быть связано с государственными нуждами. Поскольку скоростную трассу Москва-Петербург строили более 9 лет, то, возможно, у главы государства просто не хватило терпения ждать окончания строительства дороги до его родного города Петербурга. Таким образом, магистраль М11 открыта для того, чтобы, наконец, хотя бы через Тверь президент мог на служебном автомобиле добираться с работы домой и обратно. Ничего подобного пока не было. Такого уровня, такого класса уже есть. Да, не было, теперь есть. Либо скоростную дорогу в объезд Твери не построили умышленно, чтобы ослабить отток жителей области в Питер и в Москву. Уровень жизни в Тверской области намного ниже, чем в городах, конечных точках маршрута М11. В связи с этим даже время стоянки поездов на вокзале в городе Тверь составляет всего 2 минуты. Таким образом, губернатор Тверской области вполне мог способствовать замедлению строительства М11 в обход возглавляемого им региона, для того, чтобы жители совсем из него не разъехались. Планируем к концу следующего года увеличить туристический поток до 2 миллионов человек. Сегодня он справочно составляет около 1 миллиона человек, которые прибывают на территории Тверского региона. Хотя, возможно, причиной запуска недостроенного объекта является реакция госхолдинга «Автодор» на всеобщее обсуждение вопроса об установлении 31 декабря выходным днем. Благодаря этой теме с конца ноября страну охватила предпраздничная атмосфера. Ну, а какой праздник без подарков? Подумали в «Автодоре» и организовали открытие трассы М11. Раз, два, три. Друзья, какой бы ни была настоящая причина запуска М11, в дорожной госкорпорации остались довольны реакцией на него со стороны власти и общества. По этой причине Автодор до конца года аналогичным образом планирует ввести в эксплуатацию все недостроенные дорожные объекты в стране. Как отмечает Госхолдинг, это позволит сократить расходы не только на ремонте дорог, но и на их строительстве. Друзья, подписывайтесь на канал «Обо всем с юмором» и пишите в комментариях о том, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Спасибо за внимание. Пока.